привет! С вами Джессика Хэнсон. В этот зимний вечер в нашем маленьком городке Скотсайд особенно холодно, поэтому запасайтесь чаем и вкусняшками. Сегодня мы будем беседовать с главным разработчиком визуальной новеллы Скотсайд Юрием Мантикором. Скотсайд — это нелинейная визуальная новелла в жанре триллера, в которой ваши решения влияют на сюжет. Особенностью этой игры является многообразие игровых механик, которые отличаются от традиционных для данного жанра. Вам придется не только читать текст, но и также активно взаимодействовать с игрой, нажимая на кнопочки. Что же вас вдохновило на создание Скотсайд? Зима. Я не виделся с друзьями, наверное, больше полугода. На тот момент я уже достаточно взрослый, у меня много работы, нет времени на хобби, увлечения и друзей детства. Рутина пожирает меня, и я буквально задыхаюсь в ней. Я нуждаюсь в том, чтобы увидеться с товарищами и как-то абстрагироваться от реального мира в каком-нибудь воображаемом. И вот в Новый год где-то примерно мы договариваемся, что через пару дней увидимся с друзьями и поиграем в настольно-ролевую игру. Как раз там у всех выходные совпадают, вот, давно не виделись. А что может лучше тебя отключить от реального мира, как не настольно-ролевые игры, где ты, по сути, воображаешь себя персонажем вымышленным и живешь в вымышленном мире. То есть это лучший вид эскапизма, если так подумать. В ролевых играх я выступаю ведущим, поэтому я готовился всю ночь. Я знал, что это будет ролевая, про подростков, 80-е, заснеженный городок и альтернативная реальность, где есть роботы и так далее. Я очень готовился, волновался, подбирал музыку, писал сценарий, прописывал персонажей. В общем, я очень серьезно подхожу к таким моментам. Я подготовил карту, раздаточные материалы в виде листов персонажей и так далее. И все это отправил своему товарищу, чтобы он распечатал и утром принес это все. Вот. Соответственно, самое прекрасное, конечно, то, что помимо того, что сеттинг у нас такой, снег, подростки и так далее, а мы уже взрослые мужики, парни, то за окном-то у нас тоже снег. И мы, вот взрослые мужики, уставшие от рутины, наконец-таки придумали какой-то вариант, как можно уйти от этого всего, погрузившись туда, в беззаботное детство, когда мы были подростками и верили во всякое необычное. Сеттинг очень сильно был приближен к сериалу «Очень странные дела». Я тогда очень сильно от него фанател, поэтому мне хотелось сделать что-нибудь такое, что это подростки в каком-то городке, где что-то произойдет загадочное и необычное. Утром мои товарищи приходят, и выясняется, что друг распечатал не те материалы. Я начинаю расстраиваться, потому что мы так давно не виделись, и в следующий раз непонятно, когда увидимся. Я готовился, для меня это очень важно было, и для ребят это тоже было важно, но в отличие от меня, один из парней, там в основном мы все парни, вот, придумал идею. То есть была придумана идея, что а почему бы нам не заполнить листы персонажей вручную? У меня тогда немножко шаблон поломался в голове, потому что я привык за многие годы ведения настольно-ролевых игр, что материалы всегда печатаются. Я привык, что все в телефонах, все в компьютере. И я забыл, что такое делать это вручную. Ведь ты всегда хочешь сделать комфортнее для своих игроков, чтобы они быстро сели и начали играть. Потому что у нас всех время ограничено, надо идти на работу, домой, еще что-то. В общем, по делам. Но все сказали: окей, все отлично, давайте сделаем это. Мы включили вдохновляющую музыку под сеттинг нашей игры и начали заполнять листы. И мы делали это почти 2 часа. И я не знаю как, но это время пролетело настолько незаметно, мы настолько погрузились, там, представляли, как это все, как выглядят наши персонажи, чем они живут, какие у них родственники, друзья. А чем вы любите заниматься вместе, вот всей группой, компашкой? Разгадывать всякие тайны. Играть в Дэнди. Просто зависать, типа. То есть мы настолько углубились в продумывание личных характеристик каждого из игроков, точнее их персонажей, что не заметили, как прилетели вот эти вот 2 часа, мы просто увлеклись этим. Это было вот точным отражением 80-х. Если вы смотрели сериал «Очень странные дела», то там как раз в первой серии сцена буквально начинается с того, как ребята играют в ДНД. Это тоже одна из настольно-ролевых игр, вот, только в фэнтезийном сеттинге.
и там тоже у них листы вручную написаны. В общем, по сути, у нас как будто бы, ну, может, я придаю слишком много значения этому, но как будто бы у нас сама история этой игры даже началась вот в такой атмосфере. То есть мы погрузились в это детство уже с порога. Мы заполнили, все это сделали, я включаю музыку и начинаю рассказывать историю. Действие нашей игры происходит в США. Роботы давно стали обыденностью. Город называется теперь Скоттсайд. Ехали. Пускай будет это такой городок, который находится где-то в лесу, где много сосновых вот этих деревьев, гор, и такой не самый популярный городок. Получается, мы все скотчане, да? Я начинаю рассказывать историю, игроки погружаются в своих персонажей, мы играем. Проходит там, часа 4, может 5, мы доигрываем нашу партию, персонажи в процессе встречаются с какими-то опасностями, с какими-то проблемами, с какими-то приключениями, с чем-то хорошим, и игра заканчивается. Обычно после этого звучит «пока-пока», и все расходятся, но в этот раз прозвучало другое. Это было круто! Это было, конечно, очень эпично. Не, мне все нравится. Мне нравится сюжет, атмосфера. Мне тоже понравилось. И Да. самое главное, потенциал. То, что все еще впереди. Тонна восхищений, желание продолжать дальше. А я не рассчитывал, что эта история продолжится дальше. Хорошо, мы договоримся встретиться потом. И вот так проходит целый месяц. У нас один из игроков заболеет в процессе. Другой из игроков у нас работает в ночь и будет приходить после ночной смены 12-часовой, садиться и играть в эту игру, то есть в эту историю, продолжать ее. Настолько она нас захватила. А в финале этой истории вот эти вот мужики, бородатые игроки, представляющие себя подростками, заплачут. И прозвучит фраза от одного из игроков. «Мы не играли, мы жили». Мы не играли, это мы и жили реально. Тогда еще мне не пришла идея это воплотить в виде игры. Тогда мне пришла идея, что этот сюжет реально вышел апогеем, наверное, всех моих сюжетов. Я до этого много настольно-ролевых игр провел. Были хорошие, были средние, были плохие, но это было великолепной. Похлопаем этой невероятной игре. Это было невероятно, ребята. Спасибо тебе, Юр, за такую невероятную историю. За те невероятные эмоции, что мы тут от ненависти до любви. До сих пор переварить эти До эмоции сих не пор можем. очень просто, вау, круто. Не знаю, мне эта игра, для меня это вот вау просто. Это просто что-то с чем-то. Я полюбил персонажей, которых сам же придумал. Я полюбил персонажей игроков. Как будто бы мне не до чего было придраться, хотя я к себе критичен. Это была как будто идеальная история, которую мне очень хотелось рассказать миру. Ну как сделать это, я не знал. Проходит пару лет, и появляются нейросети. Ну, в общем, тут, думаю, сразу понятно, к чему это все идет. Появляются нейросети, которые позволяют рисовать, помогают в этом. А я хорош во многом. Но в рисовании я не очень хорош. Я беру и делаю пару набросков через нейросети, рисую какие-то арты, что-то рисую, набрасываю, пытаюсь это все... А я до этого делал игры, но чисто для себя, как хобби. Я набрасываю, там, делаю арты, вот представляю, как могла бы выглядеть игра по этой вселенной, в этом сеттинге. У меня получаются сцены, которые я представляю в своей голове, они выглядят красиво, они хорошо работают, в них есть интересные диалоги, в них есть выборы, которые влияют на сюжет. Я понимаю, что, вау, теперь я могу продолжать. То есть раньше у меня не было возможности, потому что я не умею рисовать, а теперь есть. Соответственно, так начинается разработка игры Скоттсайд. Я бы все это сократил до... Меня вдохновила настольная ролевая игра с моими друзьями детства. И, конечно же, финальные эмоции, которые они пережили. Если коротко, именно это меня вдохновило на создание Скоттсайд. И я просто захотел передать эту историю игрокам, позволить им совершить свои выборы в этом мире и посмотреть, как у них получится, что у них выйдет. Я знаю, что я мог ответить так, извиняюсь, но мне казалось, что я лучше расскажу всю историю целиком. Хорошее сравнение вот о том, как игра менялась, можно увидеть буквально по моим социальным сетям, где я вот веду про игру, там что-то, какие-то посты выпускаю. Можно сравнить, как игра выглядела тогда и как она выглядит сейчас. И понять, что да, проделана огромная работа. Но меня иногда спрашивают, чем ваша новелла отличается от других. И, конечно, я могу сказать, геймплейные механики. Потому что у нас
в трейлере видно, да, что есть геймплейные механики, которые ранее были в других играх, но в визуальных новеллах такой сложно найти. Я уверен, что это точно нас отличает от большинства визуальных новелл. Но все-таки, если углубиться в этот вопрос, как раз-таки я бы сказал, что сюжет новеллы — это самое важное. Этот сюжет не был создан с целью коммерческого успеха, потому что изначально он создавался для друзей. И это не было мысли, что это выйдет за рамки посиделок с друзьями, где мы вот эту историю вместе переживаем. Постепенно пробираешь через деревца вот эти вот, и выглядывая из-за деревца, видишь вот такой вот полусфера такая. Твоя собачка забегает в эту сферу. Я медленно приближаюсь и Собаки пытаюсь не видно. найти свою собаку. Я думаю, что это вот самый главный отличие от других новелл, потому что в какой-то степени для меня это прям показатель, что вот с душой и с любовью. А есть ли в игре персонажи, у которых был реальный прототип? Если да, то можете привести пример? Думаю, ответ очевиден. Да, есть реальный прототип. Соответственно, думаю, что самые основные персонажи, с которыми вы чаще всего будете взаимодействовать, являются основным прототипом моих друзей. Это мои друзья детства. Надеюсь, они вам понравятся. Надеюсь, у вас с ними получится подружиться, и все будет хорошо. Все зависит от ваших решений и выборов. В общем, а насчет второстепенных персонажей, я, наверное, отвечу размыто. Все новое — это хорошо забытое старое. Я думаю, любой автор осознанно или неосознанно вдохновляется чем-то из детства, из каких-то моментов, которые для него сильно очень врезались в сердце и которые напоминают о себе где-то на подкорке. Поэтому думаю, что если сильно приглядеться, я думаю, среди второстепенных персонажей можно будет найти очень много знакомых живых личностей или персонажей из поп-культуры, или, может быть, отсылок к каким-то другим произведениям, которые когда-то мне запомнились и запали в душу, вот, но конкретно перечислять не буду. А какой ваш любимый персонаж в новелле? Ну, именно любимого героя называть пока рановато, потому что встретите вы ее только в 3-4 эпизоде. Не буду пока спойлерить. Но если как-то вот ответить абстрактно, то это основные любовные интересы главного героя. Потому что для того, чтобы написать их, мне приходилось учить терминологию нестандартную для себя, углубляться в образ жизни, в профессии, которые мне совсем не близки. Потому что я хотел максимально понять, вот как мыслит вот этот персонаж. Ведь моя задача в данном случае не просто написать интересного персонажа, а написать персонажа, в которого игрок сможет влюбиться. Ну, то есть, это очень сложно. Это очень сложно. Особенно, когда у тебя нету опыта в геймдеве, да, ты вот впервые пришел, новичок, начал делать новеллу. Сложно даже представить, как вот можно сделать так, чтобы игрок влюбился в персонажа, которого, по сути, не существует. Для этого я просто примерял на себя роли совсем нестандартные для себя. Нет, я не одевался в платье и не ходил по городу знакомясь с мальчиками, но в какой-то степени я был этими персонажами какое-то время. Вы говорили, что эпизоды будут выходить постепенно. В каком это примерно интервале? Я не могу ответить на этот вопрос. Сначала выпустить первый эпизод, а потом уже говорить о других. Но я надеюсь, что будет не сильно затягиваться процесс разработки, несмотря на то, что каждый новый эпизод длиннее предыдущего, все-таки самый сложный, тяжелый этап — это, наверное, вот сейчас, на моменте создания первого эпизода, потому что именно на этом моменте формируется команда, слаженность работы настраивается, готовятся какие-то материалы, пишется музыка, разрабатываются анимации персонажей. Я думаю, что если все это будет хорошо слажено на первом этапе, то дальше будет только лучше, а соответственно и быстрее. А есть ли у вас планы по расширению вселенной игры? Да, конечно, есть планы по расширению вселенной. Мало того, что я настолько амбициозен, что я уже там придумал 2 сюжета, точнее, да, для DLC, которые лучше раскроют второстепенных персонажей. Так еще и, в принципе, я очень дотошный в деталях, поэтому я думаю, что помимо того, что изредка я могу делать некоторые намеки, вбросы в своих социальных сетях, которые, может быть, пока что остаются незамеченными, но в будущем, я думаю, многие игроки заметят какие-то намеки на расширение вселенной и какие-то моменты, пасхалочки, подсказывающие на какие-то
деталей игрового мира, так еще и в самой игре много деталей, которые раскроют лор вселенной, и при желании не обязательно просто следовать тупо по сюжету, читая текст. Там будет много статичных сцен, где вы можете поклацать по объектам разным, и при желании можно будет почитать какую-нибудь справку из газеты или, может быть, какое-то объявление на столбе, или поговорить с каким-нибудь второстепенным персонажем. Все это так или иначе дополняет мир, если вопрос был об этом. А если именно о том, что вне рамках игры, то, только разве что какие-то DLC, но и то, я думаю, что, опять же, это такое. Из раздела «Придумал», пускай лежит где-нибудь там, пока что на этом не концентрируемся, работаем над основной игрой, пускай будут пока в дальней полочке. А планируете ли вы выпускать проекты на другие платформы, например, на мобильное устройство? Конечно, хотелось бы, потому что я бы с большим удовольствием поиграл бы в эту новеллу, допустим, со своего телефона где-нибудь в дороге. Но пока что стараюсь об этом сильно не думать, потому что все-таки первый проект. Нужно очень много внимания уделить сейчас конкретно основной платформе. Это ПК, это Steam. Надо сначала обуздать эту стихию. А какие игры вы могли бы порекомендовать нашим слушателям? Firewatch для меня это просто отличный представитель игры с небольшим бюджетом, которая, при том, что мы в процессе всей игры мы не видим ни одного NPC, который заставляет тебя поверить, что там в лесу кто-то есть, и чувствовать тревогу и опасность. А потом в финале, когда ты узнаешь главную развязку истории, оставляет у тебя чувство теплой печали на душе, и заканчивается история, и от этого грустно. Как будто это было прекрасное, теплое лето, о котором ты будешь скучать, а тебе снова идти в школу. Вот такое ощущение вызывает Firewatch по итогу прохождения. А я считаю, что не каждое произведение такое может вызвать, тем более, когда за всю игру, по сути, нет ни одного персонажа, и все строится исключительно на диалогах. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Life is Strange почему? Я так давно не играл, что уже сложно вспомнить почему. Я ее просто люблю. Я просто люблю ее персонажей. Да, многие выборы в Life is Strange, правда, не влияют особо на финал истории, на какие-то моменты, может быть, сюжетные. Но все-таки, как бы это ни звучало подло со стороны человека, который работает над новеллой, наверное, самое важное не то, сколько ты вариаций добавишь и как сильно игрок влияет на сюжет. Важно убедить игрока в том, что он влияет на сюжет. И в таком случае у тебя удастся получить нужные эмоции. То есть, конечно, лучше, чтобы игрок реально влиял на сюжет, но убедить игрока в этом уже достаточно, чтобы вызвать у него нужные эмоции. И Life is Strange с этим отлично справляется. Она отлично расставляет акценты на тех моментах, в которых кажется, что только ты влияешь на ход событий. Хотя на самом деле это оказывается не так, но ты все равно переживаешь за персонажей, потому что они достаточно живые и хорошо прописаны. И все равно по итогу ты переживаешь их жизни как свою собственную. Третья игра — это, конечно, уж совсем философские размышления. Мне даже сложно про нее что-то сказать в голосовую, потому что в третьей игре, это просто, это шедевр. При том, что Firewatch моя любимая игра, What is Remain, это шедевр. То есть просто советую поиграть. В плане геймдизайна, нарратива, это просто прекраснейшая игра. Я такого почти никогда не видел. Это просто шикарно. Так рассказывать историю, так через геймплей показывать то, как умирают персонажи, а игра посвящена тому, как умирают персонажи, то есть рассказывая о их смертях. И это просто уникальное произведение. Но снова в него играть я не сяду, потому что слишком грустно. Я бы добавил на самом деле еще Киберпанк, который прям очень сочетается с предыдущими моими советами. Но мне кажется, что меня запинают за нее просто, потому что она вызвала такое 50/50. Кому-то очень не понравилось, кому-то понравилось. Кто-то даже не стал играть из-за того, что она вышла на релизе забагованной. Да, у игры есть свои проблемы, но основной сюжет, второстепенные персонажи прекрасно. Я в финале плакал, если честно признаться. Так что я бы Киберпанк туда записал. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в новом году? Поскольку в нашей игре вам предстоит примерить на себя роль подростка, я хочу сказать только одно. Не взрослейте. Оно того не стоит. Ты ведь недавно в нашем городке. Он кажется таким умиротворенным, да? Но это лишь на первый взгляд.
Спасибо за интересное интервью. Ждем релиза. Для слушателей все ссылки мы оставим в описании. Обязательно добавляйте игру в желаемое в Стиме, поддерживайте разработчика генюшкой, вступайте в Телеграм и следите за новостями.